Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я давно хочу с вами приготовить знаменитое турецкое блюдо ахыска хинкали. Они получаются очень красивые, сочные и очень-очень аппетитные и вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 350 мл воды наливаем в емкость. Вода должна быть обязательно теплая. Сюда же добавляем 1 полную чайную ложку соли. У меня гималайская. Сюда же добавляем 1 яйцо. Сюда же добавляем 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Все смешиваем. Готово. И сейчас сразу готовим тесто. Пропускаем через сито муку. У меня мука белая, пшеничная, высшего сорта. Здесь 600 грамм. И сейчас делаем в серединке углубление и потихоньку вливаем подготовленную жидкость и будем замешивать тесто. Тесто у нас должно получиться тугим. Это такое тесто, если вдруг у вас получилось так, что яйца могут отличаться, мука может отличаться, у вас получилось тесто немножко жидковато, всегда можно добавить муку, но деликатно. И сейчас замешиваем тесто. Месить надо хотя бы минутки 3-5. И сейчас собираем все со стенок емкости нашей и потом будем вымешивать на столе. Всегда, когда работаю с тестом, обязательно непременное условие, чтобы не было в комнате сквозняка. Потому что тесто и изделия из теста, они очень быстро заветриваются. Вот видите, тесто, оно еще постоит, отдохнет, оно будет слишком мягким. Поэтому добавляем немножко еще муки, чтобы нам собрать все со стенок. Немножко еще добавили растительного масла и вымешиваем. И сейчас на рабочую поверхность насыпаем муки. Выкладываем тесто и начинаем его вымешивать. У вас может пойти 50 грамм, возможно даже 100 грамм. Но смотрите, чтобы тесто у вас было тугое и в то же время, вот вы скажете, как это может быть такое и тугое, и мягкое. Да, чтобы с ним было работать удобно, но оно не было слишком мягким. И сейчас нам нужно хотя бы минут 5 вымешивать тесто, чтобы клейковина теста раскрылась и тесто было максимально эластичным. Вы пишете в комментариях, что тесто рвется. Вот рвется оно только потому, что вы его хорошо не вымесили и не дали отдохнуть тесту. Итак, тесто наше готово. Вот оно такое, посмотрите. Видите, оно не сильно мягкое, но и не сильно тугое. Отправляем его в миску. Оно не липнет, обратите внимание. Тесто перекладываем в емкость. Дадим ему отдохнуть минут 20-30. А пока займемся начинкой. Сначала нарежем лук. Лук нам нужно нарезать мелко. У меня головка лука довольно увесистая, 400 грамм. И нарезаем как можно тоньше. Все мелко нарезали. И сейчас все перекладываем в емкость. Вторую половинку лука мы тоже измельчили мелко. И сейчас все будем соединять с фаршем. Присаливаем. Здесь у меня 9 грамм соли. Так как у меня будет 700 грамм фарша, на каждые 100 грамм нужно 1 грамм соли. Перчика тоже мы добавляем по вкусу. Перчика добавляем где-то 1 чайную ложку без верха. И сейчас мы вот так пожимкаем, так как они будут небольшие, чтобы лучок, во-первых, он нейтрализуется, вот так его горечь. И, конечно же, он не будет рвать тесто. Сюда мы воду не добавляем, в эту начинку. Здесь других специй тоже нет. Вы, конечно, можете добавить ваши любимые специи, но попробуйте именно вот так. Очень вкусно. Сюда мы добавляем 300 грамм говяжьего фарша, 300 грамм бараньего фарша и добавляем 100 грамм жира. Либо бараньего, либо говяжьего. И сейчас все хорошо смешиваем. Именно лучок и жир. Вообще, когда мы с вами делаем пельмешки маленькие, а вот именно ахыска хинкали, они маленькие.
И вот чтобы они были сочные, здесь, конечно же, должно быть, чтобы фарш был жирный. И большую роль в этом играет именно лук и жир. Если вы добавите в фарш воду, у вас лепиться мелкие пельмени будут очень сложно. Поэтому нежелательно. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно всегда указываю. Смотрите под видео, мои дорогие. Вот посмотрите, какой фарш у нас. Красивый, очень хороший, нежный. Долго его месить не нужно, чтобы начинка не была как котлетка внутри. Все готово. Сейчас пленочкой в контакт накрываем и отправляем в холодильник. Пока отдыхает тесто, пусть у нас отдохнет начинка тоже. Тесто отдохнуло. И сейчас нужно нам разделить его на две части. Делим тесто пополам, чтобы нам удобно было работать, раскатывать в пласт. Посмотрите, какое тесто. И сейчас скатываем в 2 шарика и еще дадим отдохнуть минут 10. И второй шарик скатываем. И еще дадим минут 10 отдохнуть. Тесто отдохнуло. Берем один шарик и начинаем работу. Подпыляем рабочую поверхность мукой и начинаем раскатывать. Сначала вот так прижимаем. Надо стараться так, чтобы и в середине, и на краях тесто было тонким. Катаем как на пельмени, чуть-чуть тоньше. Очень удобно раскатывать вот такой тонкой скалкой. Обязательно прокатываем края, чтобы везде у нас толщина была одинакова. Вот такое тесто у нас получилось, очень тонкое. Смотрите, но не прозрачное. Все готово. Нарезать будем пиццерезкой, так удобнее. И нарезаем на полоски где-то квадратиками 4 сантиметра на 4. Вот это у нас снова пойдет в комочек. И остальное режем на квадратики. Мы можем полоски выложить друг на друга и также нарезать. Тоже удобно. Либо подогнать вот так уже. Подрезали. Нож больше тянет за собой тесто, чем пиццерезка. Поэтому очень удобно именно пиццерезкой. Воду я уже поставила на газ. Нам нужно, чтобы вода закипела. И сейчас мы будем быстро лепить ахеска хинкали. Они по форме похожи на грузинские хинкали. Но у этих ахеска хинкали есть своя особенность. И я сейчас вам покажу поближе, как они лепятся. Если вы хотите своих гостей удивить, вы точно удивите их. Потому что это тоже как пельмени, но они своеобразные. У нас обычно в семье мы с дочкой готовим, и вместе в 4 руки это, конечно, очень удобно, когда один выкладывает фарш, а второй начинает лепить. Еще раз повторюсь, в комнате ни в коем случае не должно быть сквозняка, иначе вам очень трудно будет залепливать. Такие хинкали можно заготавливать впрок, замораживать в морозильной камере, очень удобно, особенно для работающих. Приехал домой, вскипятил воду, сварил хинкали и подаешь к столу. Вот так порционно берете и кусочек выкладываете. Вот таким образом. Вот так. Вот посмотрите, как мы делаем защип. Вот так вот.
этим пальцем вы помогаете, делаем маленькие защипы. Как вы собираете хинкали. Вот так. Вот так этим пальцем помогаете. Вот так. И вот особенность, вот посмотрите, у нас маленький хингал. Закрываем, но оставляем маленькое отверстие. Туда попадает бульон, и они получаются такие полненькие, красивые, когда варятся. Заготовки перекладываем на доску, и сейчас будем их уже отваривать. На 8 литров воды 1 столовую ложку с горкой соли. Все хорошо смешиваем. Вода должна закипеть. И забрасываем наши хинкали. Чтобы они между собой не прилипли, обязательно вот так аккуратно, деликатно пройдемся по дну. Проходимся по дну и варим 7 минут. Крышку не закрываем, а прикрываем. Подготовим соус. У нас называется катых. Это домашний йогурт. И сюда же добавляю 2 или 3 зубчика чеснока измельченный. Все смешиваем хорошо. Если у вас нету кефира, нету йогурта вот такого домашнего мацони, то вы можете сметанку. Все у нас готово. На тарелочку немного сливочного масла. Посмотрите, у нас тут уже все готово. Выключаем. И вот так вот аккуратно. Итак, дорогие друзья, ахыска хинкали получились очень сочные и вкусные. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, мои дорогие, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.